Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку из 7 очень востребованных рецептов бисквитов, которые всегда получаются. Первый — это будем делать классический бисквит без разрыхлителя. Вот таким пышным, воздушным он получается. Покажу, как правильно их приготовить, эти бисквиты, чтобы они не опадали. Все бисквиты буду готовить ручным миксером. Второй бисквит будет шифоновый шоколадный бисквит. Бисквит нежнейший на вкус, всегда получается ручным миксером. Все бисквиты я буду делать ручным миксером в этой подборке. Третий бисквит — это шифоновый бисквит ванильный, незаменимый просто в работе для любого кондитера. Вот таким пышным он получится в одной форме. Четвертый бисквит — это шоколадный венский бисквит. Идеально подходит ко всем тортам со сливочной начинкой, с очень легкой йогуртовой начинкой. Пятый бисквит — это бисквит на желтках. Очень частая проблема, куда деть огромное количество желтков, которые остаются у нас после приготовления меренги, зефира и так далее. Шестой бисквит — это будет идеальный шоколадный бисквит на кипятке, вот с такой прекраснейшей текстурой. И седьмой бисквит — это будет бисквит молочная девочка, нежнейший, просто тающий во рту. Обязательно, настоятельно советую всем приготовить. Итак, в данном видео я выпекаю вот такой огромный, идеально ровный, пышный, высокий бисквит без разрыхлителя, который я буду замешивать обычным маломощным ручным миксером. И делать я это буду с одного замеса. Выпекать я его буду сразу, смотрите, 8,5 сантиметров он в высоту. Показываю здесь линейкой. Все подробности, как я это делаю, чтобы получить вот такие идеально ровные коржи со вкусом вкуснейшего классического бисквита, я все покажу вам в данном видео. Итак, для этого бисквита мне понадобятся самые простые продукты. Во-первых, я застелила форму и разогреваю уже заранее духовку. Форма у меня здесь выставлена на 28 сантиметров. Высота формы этой именно 8,5 сантиметров, то есть эта форма огромная. И полностью сейчас именно до краев дойдет этот бисквит. 14 белков, 14 желтков у меня здесь. 420 грамм муки. 40 грамм кукурузного крахмала, нужен только именно кукурузный крахмал, 40 грамм сахара в белки и пакетик ванильного сахара, и 390 грамм и 2 пакетика ванильного сахара в желтки, 390 грамм сахара и 2 пакетика ванильного сахара. Я добавляю пакетик ванильного сахара и 40 грамм сахара в белки. Яйца у меня здесь размером по 50 грамм, размер средний у яиц, не самый крупный. Примерно минуту я взбиваю белки с сахаром и отправляю туда спустя минуту весь кукурузный крахмал. Здесь очень важно, чтобы весь крахмал попал у нас в белки, потому что буквально каждый грамм здесь рассчитан. И взбиваю теперь около 5 минут до плотной устойчивой массы. Но меренга ваша не должна быть взбита в состоянии губки. Видите, какая плотная глянцевая меренга у меня получается. Вот эта емкость для взбивания у меня здесь 3,5 литра объемом. Отставляю белки в сторону. И теперь буду взбивать желтки. Еще раз повторяю, что яйца у меня здесь именно среднего размера, не самые крупные. Это важно в данном рецепте. Есть на моем канале подробный рецепт, как я взбиваю подобный огромный бисквит в планетарном миксере. Там я беру крупные яйца. Я уже пробовала с именно таким маленьким миксером взбивать крупные яйца. Результат не такой хороший получается. Именно на эту рецептуру муки и крахмала и сахара. Теперь я желтки взбивала около 9 минут. Это важно, с сахаром. Заранее никогда сахар в желтки не добавляем. Теперь, когда взбиты хорошо желтки и практически весь сахар уже разошелся, я где-то в 3-4 приема добавляю туда белковую массу и складывающимися движениями сверху вниз аккуратно лопаткой перемешиваю. Миксер нам здесь больше не понадобится. И вот такая вот яичная масса на выходе должна получиться очень пышная и очень такая объемная. Очень бережно это все перемешиваем.
Теперь я просеиваю туда всю муку. И просеивать я буду где-то в 10 приемов. Здесь не нужно сразу все высыпать. Это процесс такой не быстрый. Вот такими просеивающими движениями, тоже лопаткой сверху вниз, я ввожу всю муку. Вот такая вот консистенция у теста на выходе у нас должна получиться. Духовка у меня уже разогрета заранее до 175 градусов. Я перекладываю все тесто сразу же в форму и буду выпекать примерно 1 час 10 минут. Это в моей духовке. Смотрите по вашим духовкам. Так как я взбивала ручным миксером, чтобы лишние пузыри у меня вышли из теста, я несколько раз вот так вот стучу противнем об стол. Именно с этой формой. И многие пузыри при этом выйдут. И убираю на 1 час 10 минут. То есть примерно на 70 минут я буду выпекать. Прошло у меня 70 минут, 1 час 10 минут. И вот такой шикарный бисквит у меня пропекся. Идеально как раз вот этот размер дошел до края формы. Вот такой упругий центр у бисквита. Шпажкой проверяем деревянной. Смотрите, какой огромный бисквит. Шпажка выходит оттуда сухая и чистая. 28 сантиметров. У нас меряю сейчас диаметр. То есть бисквит огромный. Как только я могу дотрагиваться до бисквита, форма немножко остыла, я тут же освобождаю его из формы. Сначала прохожусь по дну, потому что форма такая своеобразная. Здесь она у меня без дна. Я прохожусь ножом острым, тонким, освобождаю дно бисквита. И также переворачиваю и сверху то же самое прохожусь. Видите, сразу как вот эта серединка, которая была немножко выпуклая, она сразу у нас уходит при остывании бисквита. И вы посмотрите, какие идеально ровные бока у бисквита получаются. Здесь очень важно взбивать долго желтки, потому что желтки очень часто не взбиты до нормального состояния. И вот на это нужно обязательно обратить внимание. Смотрите, 8,5 сантиметров в высоту горка сейчас уйдет. И бисквит должен сейчас обязательно отдыхать минимум 8 часов в холодильнике. Я убираю его сейчас вот в таком состоянии дном вверх, обязательно в пищевой пленке, в холодильник на ночь, а лучше даже на целые сутки. Прошли у меня практически сутки, и я его сейчас буду нарезать струной. Разрежу я его на идеально ровные 5 коржей. Где-то 1,7 см в высоту будет каждый корж. Я специально здесь не стала много вырезать в видео, чтобы вы посмотрели, какие идеальные коржи у меня нарезаются. Бисквит очень пластичный. С таким бисквитом очень удобно собирать именно 3D-торты. Я в следующих видео буду из этого бисквита собирать торт-букет. Именно из круглого бисквита будем вырезать, потому что такого видео еще нет на канале, а многие просят. То есть бисквит очень многофункциональный и очень-очень вкусный. Хранится он несколько дней в пищевой пленке в холодильнике, либо же до месяца вы его можете заморозить, хорошо его упаковав в пищевую пленку в морозилку, чтобы не было посторонних запахов. Вот такой обрезочек у меня там получился. И вот такие 5 ровно идеальных коржей я разрезала. И вы посмотрите, маломощным, 240 Вт у меня миксер, все получается. И, то есть я в этом ролике показываю, что реально и даже таким миксером взбить вот такой шикарный, пышный, огромный бисквит. Для таких вот как 3D-торт и так далее. В данном видео я выпекаю шифоновый шоколадный бисквит. Выпекать я его буду в одной форме. Взбивать я его буду маломощным ручным миксером. Нарезается этот бисквит вот так вот превосходно еще в не до конца остывшем виде, в теплом виде. И делать я его буду, этот бисквит, из самых простых продуктов, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки. Получается он влажным и сочным, этот бисквит. Форма у меня сегодня одна на 20 сантиметров. Я ее еще потом простелила тефлоновым ковриком по бокам. Я покажу это далее в видео. Здесь у меня продукты, которые понадобятся мне сегодня для бисквита. 6 белков, 6 желтков.
от яиц среднего размера по 50 грамм, 180 грамм муки, 20 грамм кукурузного крахмала, 90 миллилитров подсолнечного масла без запаха, 40 грамм какао, какао у меня не алкализованный порошок, 180 грамм сахара и пакетик ванильного сахара, 120 миллилитров молока и 10 грамм разрыхлителя. Во-первых, я смешаю все сухие ингредиенты. Это мука, какао и разрыхлитель. И обязательно перемешаю это венчиком, чтобы потом не было крупинок в тесте, белых. Сейчас я взбиваю белки с ванильным сахаром, и 1/4 от всего количества сахара я отправляю в белки. И взбиваю я сейчас примерно минуту. Минута прошла. Пивная такая пена у меня образовалась, пышность. И добавляю весь крахмал, 20 грамм. Для чего я добавляю крахмал? Чтобы стабильной стала масса и влага потом будет удерживаться в бисквите. Еще 3 минуты я повзбивала уже вместе с крахмалом, и получаются вот такие вот подрагивающие пики. На шифоновый бисквит вот именно так взбиваются белки. Если я их переворачиваю, то они у меня не выпадают из емкости для взбивания, но пики подрагивающие. Теперь я буду взбивать желтки. Заранее в желтки ни в коем случае не добавляем сахар. Сахар я ввожу в 3 приема и взбиваю желтки примерно 4 минуты. Вот до такой побелевшей пышности. Желтки даже взбиваю немного подольше, чем белки. Потому что желтки субстанция тяжеловатая такая. Теперь я добавляю в 3 приема белки в желтковую массу и аккуратно лопаткой, вот такими складывающимися движениями сверху вниз я все это перемешиваю. И вот такая вот пышная масса у нас должна получиться. Теперь я добавляю туда 120 миллилитров молока. Молоко должно быть слегка теплым. Это важно. И также 90 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Перемешиваю также аккуратно лопаткой. И теперь я просеиваю сухую смесь уже где-то примерно в 5-6 приемов. То есть не сразу я все это ввожу. Это важно тоже, чтобы бисквит у нас не осел. Потому что какао всегда сложнее даже перемешивается, чем мука. И вот таким образом я ввожу всю сухую смесь в тесто. Вот такое тесто у меня на выходе получается. Форму я застелила, бока формы еще тефлоновыми ковриками, чтобы у меня были идеально ровные бока. Можете также в форме с дном выпекать этот бисквит. Я убираю на 40 минут. Температура у меня 175 градусов Цельсия, верх-низ без конвекции. Выпекся бисквит. Шапочка небольшая у него есть, и я его сейчас просто срежу ее. Если бы я его выпекала на 160 градусах Цельсия, то шапочки этой бы не было, но это очень долго будет, а мне нужно было быстро. И как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу же извлекаю бисквит из формы. Бока, видите, какие ровные получаются благодаря тому, что у нас был тефлоновый коврик по бокам. Теперь обязательно вот в таком виде дном вверх я остужаю его на решетке до комнатной температуры. И если он мне сразу не нужен, я убираю обязательно в пищевой пленке его в холодильник. Этот бисквит даже можно заморозить до месяца, хранить в морозилке, либо же пару дней в холодильнике. Но мне он нужен был срочно, поэтому как только он у меня остыл до комнатной температуры, внутри он у меня еще по сути теплый, я сразу его начала нарезать кондитерской струной. Посмотрите, как он хорошо сразу нарезается. Еще в теплом виде. Тонко-пористая такая структура. Нет больших пузырей в нем. То есть бисквит очень удачный. Влажный, хороший бисквит, которым сразу можно пользоваться. По поводу пропитки, это нужно вам смотреть по вашей начинке. Если у вас начинка влажная, то пропитка здесь не требуется. Если же начинка более такая масляная, масляный крем, то тогда нужно его пропитывать. Посмотрите, какой мягкий,
пружинистый бисквит у меня получился. И необыкновенно вкусный. Я специально показываю вам все сейчас коржи, как я нарезаю струной. 1,8 сантиметров в высоту у меня размер одного коржа. И вот когда шапочку я не могу срезать, мне очень многие спрашивают в комментариях, как пользоваться струной. Я надрезаю сначала ножом и потом дорабатываю все это кондитерской струной. Вот этот последний корж я буду использовать в качестве нижнего самого коржа у торта. И все, у меня получится торт с 4 коржами. И вот такой обрезочек, по сути, у меня остается. Не такой уже и большой, с ним можно попить чай, очень вкусный. И вот такой влажный, смотрите, какой пружинистый, эластичный бисквит у меня получился. Из самых простых продуктов очень удачный бисквит ручным маломощным миксером 240 Вт. И смотрите, какая структура. Нарезала в теплом виде. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Вашему вниманию я хочу представить шифоновый бисквит, высокий бисквит, минимум 8 сантиметров в высоту, который всегда получается и который прекрасно нарезается сразу буквально после пары часов в холодильнике. И выпекать я его буду сегодня именно в одной форме, по многочисленным просьбам. И разрежу я его сразу на 5 коржей. В данном видео я хочу именно показать, как мне испечь бисквит, у которого будут идеально ровные бока. Что я для этого буду использовать, потому что в последующем торте, который я буду собирать с этим бисквитом, мне нужно будет, чтобы у этого торта были идеально ровные бока у коржей. Итак, сейчас я смазываю просто водой, никаким не маслом, а просто водой стенки формы, бока формы, так, чтобы не было капель, а просто увлажняю даже, я бы сказала, эти бока формы. Форма у меня сегодня будет 18 сантиметров в диаметре. Форма у меня без дна. Я ее застелила сразу фольгой для запекания пищевых продуктов. Поэтому низ формы я не буду застилать ни пергаментом, ни пекарской бумагой, ни тефлоновыми ковриками. Для того, чтобы у меня получились именно вот такие идеально ровные бока у бисквита, я разрезала тефлоновый, не силиконовый, а именно тефлоновый коврик повдоль на 2 полоски. Они у меня 15 сантиметров в высоту. И сейчас, благодаря тому, что у меня слегка смочены бока формы, эти тефлоновые коврики к ним как бы прилипнут. Но на качестве бисквита это никак не отразится, потому что это не масло. Бисквиту будет за что цепляться и подниматься. Итак, вот таким образом я сейчас ставлю оба моих коврика, полосочки. И духовка у меня разогревается до 170 градусов Цельсия. Здесь у меня продукты все комнатной температуры. 6 яиц я разделила на белки и желтки, яйца по 50 грамм, весом без скорлупы каждое яйцо. Здесь у меня 90 миллилитров молока, 180 грамм сахара, 60 миллилитров подсолнечного масла без запаха, пакетик ванильного сахара 8 грамм. Вы можете также ванильную эссенцию или ванильный экстракт взять. Также 10 грамм разрыхлитель для теста, 30 грамм кукурузного крахмала и 240 грамм обычной пшеничной муки. Я высыпаю в белки весь ванильный сахар и щепотку соли. Взбивать я сегодня всю массу буду маломощным ручным миксером, 240 Вт у меня мощность миксера. Он очень маленький, очень примитивный. Многие в комментариях пишут и просят, чтобы я показывала больше именно рецептов с ручным миксером, потому что далеко не у всех есть планетарные миксеры. Поэтому я сегодня вам покажу, что действительно мой рецепт работает даже вот таким слабеньким ручным миксером, и получится у нас прекраснейший бисквит. Полминуты я повзбивала где-то белки, ввела туда весь кукурузный крахмал и также прохожусь еще раз. Миксером тоже где-то, может быть, полминуты я взбиваю и добавляю туда где-то 1/3 от всего количества сахара. И
Потом я взбиваю где-то еще минуты 2. И вот такая глянцевая, очень сильно увеличившаяся в объеме должна масса получиться. Вот с такими подрагивающими клювами. То есть они не должны у нас превратиться в губку. Это очень важно, не доводить белки до состояния губки. Именно на шифоновый бисквит. Здесь у меня 6 желтков, я их просто разбиваю венчиками и сразу же ввожу туда половину сахара. И желтки я сейчас буду взбивать до такой хорошей пышности, до побеления. И длится это тоже буквально пару минут. Ввожу весь сахар и уже теперь на полных оборотах миксера взбиваю. Сразу ни в коем случае никогда не добавляем сахар в желтки, иначе они у нас просто склекнутся от этого сахара. Видите, вот такая масса должна получиться. Теперь миксер нам уже больше не понадобится. Белковую массу я ввожу в желтковую массу где-то в 3 приема. Вот такими складывающимися движениями. Делается это очень просто. И вот такая масса пышная у нас получается. Она, конечно же, сейчас осядет слегка, но все равно этого будет достаточно, чтобы наш бисквит поднялся хорошо. Также я вливаю теперь туда все молоко и все растительное масло без запаха. И также аккуратно складывающимися движениями перемешиваю все это лопаткой. Теперь весь разрыхлитель я ввожу в муку и перемешиваю это предварительно венчиком, чтобы весь разрыхлитель смешался с мукой. Это важно сделать, потому что бывает такое, что разрыхлитель потом будет где-то комочками в нашем тесте, потому что перемешиваем мы это все лопаткой. И теперь в несколько, примерно в 6 приемов я ввожу всю сухую смесь. И вот такая масса у меня на выходе должна получиться. Также складывающимися движениями я перемешиваю все это лопаткой. Переливаю уже в мою подготовленную форму и ставлю выпекаться в заранее разогретую уже до 170 градусов духовку где-то на 45 минут. В моей духовке, может быть, у вас будет 50, может быть, 40 минут, я не знаю. Прошли у меня сейчас 45 минут, бисквит выпекся. Если мы будем его выпекать в 2 формах, то тогда у нас шапочки абсолютно не будет, разрывов не будет, но мы сегодня делаем именно в одной форме. Сейчас, как только я могу до него дотрагиваться, я сразу извлекаю его из формы. Обязательно это нужно сделать сразу. Дно превосходное у бисквита. И бока так же, как я вам и обещала. Видите, форма вся, в принципе, внутри сухая и чистая. Вот этот принцип выпекания бисквита с тефлоновыми ковриками по бокам, потому что нам нужны идеальные бока у бисквита. Я потом расскажу в следующих видео, для чего я буду собирать с ним торт. Именно такой, где боковины должны быть идеальные. И видно, что они очень хорошо пропеченные. Мы также могли бы просто в обычной вот этой раздвижной форме выпекать, даже ничего не застилая, у кого нет тефлоновых ковриков. И вы посмотрите, какие у нас боковины у бисквита получаются. Глянцевые и идеально ровные. В следующих видео, уже когда будем собирать торт, я вам все объясню и покажу. И смотрите, какой пышный, за какой короткий период времени бисквит. Он никогда не оседает, не опадает в дно этот бисквит. Можете смело пользоваться этим рецептом. 8 сантиметров это без шапочки, ровно от бортика до бортика у меня получилось 8 сантиметров плюс еще шапочка. Шапочка немножко уберется сейчас в холодильнике, когда я его положу в холодильник на 2 часа, я буквально его буду убирать сегодня. Обязательно в пищевой пленке дном вверх я убираю ровно на 2 часа в холодильник. Прошли у меня сейчас 2 часа, я достала его из холодильника, видите, я нажимаю на него, он никуда у меня не садится. Бисквит у меня абсолютно плотный, пружинистый, очень хороший и со вкусом очень нежного шифонового бисквита. Нарезаю я струной. Коржи у меня получится 1,8 см, почти 2 см в высоту коржи. Струной нарезается превосходно. Вы также можете ножом его разрезать, но я привыкла всегда кондитерской струной. Она стоит буквально копейки. Она продается в каждом кондитерском магазине, а также в отделах для выпечки.
Бисквит очень нежный, со вкусом именно шифонового бисквита. Не классического бисквита, а именно шифонового. Видите, ровно 2 часа. Он еще по сути у меня не совсем внутри холодный. И шапочку я тоже срезаю. У меня это будет 5-й корж, я его буду класть вниз именно на подложку. Видите, остается тут совсем чуть-чуть. Вот таким образом я буду его класть на дно моего торта при сборке. Вот такой вот обрезочек у меня получается. Маленький, незначительный. Посмотрите, какой он нежный, он ломается. Видите? Пушистый бисквит получается. У меня он такой желтый получается, потому что у меня очень желтые желтки у яиц, которые я использовала. И вот такие ровные, идеальные разрезы получаются у этого бисквита. 1,8 сантиметров в высоту. Я вот специально вам поближе показываю. В данном видео я выпекаю венский шоколадный бисквит. Также он называется венские коржи или же венская масса по-другому. Это один из самых распространенных бисквитов, которые вообще используются в Европе, в немецкоязычных регионах. У меня бисквит большой сегодня будет на 26 сантиметров диаметром. Замешивать я его буду обычным ручным миксером. Покажу вам, как это делается. В последующем видео уже буду собирать с ним торт «Черный лес». Немецкий оригинальный рецепт. Итак, вот это все продукты, которые нам понадобятся сегодня для данного бисквита. Во-первых, перед тем, как я начну взбивать, так как взбивать я буду ручным миксером, я хочу застелить мою форму. И вам советую сделать то же самое, если вы будете ручным миксером работать. Форма у меня здесь большая, на 26 сантиметров в диаметре. И выставлена она именно на 26 сантиметров, потому что формы с дном, они, как правило, на 1 сантиметр все равно меньше, хотя и написано на ней будет 26 сантиметров. Все эти продукты у меня комнатной температуры, которые вы видите на экране. Духовка разогревается на 175 градусов Цельсия. Здесь у меня 8 яиц по 50 грамм. Также мне нужна будет вода для паровой бани. Будем сегодня нагревать, как это и положено в венском бисквите. 200 грамм сахара, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара, 200 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, неалкализованный порошок, 50 грамм кукурузного крахмала, его нельзя здесь заменять на картофельный, 70 грамм масла и 50 грамм темного шоколада 60%. У меня здесь какао, вы также можете взять 50%. И 4 грамма разрыхлителя. Это 2 чайных ложки абсолютно без горки. Сейчас весь сахар и соль я отправляю в яичную массу. И обязательно нужно их сразу будет перемешать с сахаром-венчиком, иначе желтки могут слипнуться. Теперь я перехожу на водяную баню. Вода у меня уже почти закипает. И я начинаю при непрерывном помешивании нагревать яичную массу. Я также перенесла сюда уже шоколад с маслом, потому что как только я сниму яичную смесь с паровой бани, я тут же буду нагревать масло и шоколад. До 40 градусов примерно прогреваем, максимум до 50, больше не нужно. Яичную смесь, чтобы разошелся весь сахар. Я взяла специально термометр, вот 42 градуса у меня дошла смесь. Ни в коем случае до дна вода не должна доставать, чтобы это именно на пару нагревалось. И я просто ставлю шоколад с маслом, они сами по себе сейчас разогреются, пока я буду взбивать. Тоже не должна ни капля воды попасть у нас в шоколад. Здесь для взбивания я возьму вот такую емкость. Она у меня 5 литров. Она у меня накрывается крышкой. И я специально показываю для тех, у кого нет планетарного миксера, как можно просто взбить обычным ручным миксером. Маломощный миксер я буду сегодня использовать 240 Вт. Самый что ни на есть обычный. Яичная масса у меня такая темная, потому что желтки темные. Взбивать я буду ровно 8 минут. То есть здесь у нас 8 яиц, сахар 200 грамм, 2 пакетика ванильного сахара и щепотка соли. И на полных оборотах миксер, вот прошло у меня 4 минуты, сейчас вот так выглядит смесь. Очень удобно, вот такие емкости, они продаются в интернете и в кондитерских магазинах уже продаются, и также в хозяйственных. Стоят они буквально копейки. Так они и называются, емкость для взбивания. Ничего никуда не разбрызгивается, от литра до 5 литров.
И вот последняя 8-я минута, вот такая смесь уже у меня увеличилась сильно в объеме. И я останавливаю уже миксер, и сейчас я вам покажу, как она выглядит. То есть очень воздушная. Видите, вот такой подрагивающий пик у нее получается. Вот это нормально. Вот такая вот масса у меня, сильно побелевшая, увеличившаяся в объеме. Теперь все сухие ингредиенты я перемешаю в одной миске. Я это перемешиваю всегда, потому что даже при просеивании может пластом лечь, допустим, один разрыхлитель или один крахмал. Этого допускать не нужно. Это нетрудно сделать, поэтому я всегда перемешиваю. Сейчас в 3 приема примерно я буду вводить муку. И между каждым приемом я буду вводить 2 раза жидкую смесь масла и шоколада. И все очень аккуратно перемешивать буду просто лопаткой. Просеиваем обязательно. Тут даже больше, чем 3 приема у меня получится. Но я имею в виду вот так вот 3 основных приема. Заканчиваем всегда вводить сухой смесью, потому что шоколад очень тяжелый. Он может осесть у нас на дне, и мы его можем не промешать. Эти мелкие крупинки, которые остаются при просеивании, лучше сразу выкидывать, потому что они потом очень сильно будут мешать в бисквите. Очень аккуратно складывающимися движениями перемешиваем. Теперь я ввожу уже 1/2 от смеси масла и шоколада темного. И опять очень аккуратно все это перемешиваю лопаткой. Нужно смотреть, чтобы все было под конец промешано. Здесь даже чуть-чуть можно не вымесить, но под конец, чтобы вся масса была очень хорошо промешана. Конечно же, масса осядет, потому что шоколад, масло, какао – это все вещи тяжелые. И поэтому на это нужно рассчитывать, что все это осядет. Но мне нужно будет из всего данного теста получить 3 идеально ровных коржа. Потому что в следующем видео я буду с этими коржами собирать классическую версию торта «Черный лес» или «Шварцвельда-Киршторте». Это по-немецки дословно называется вишневый торт из региона Шварцвальд. У меня уже духовка разогрета на 175 градусов Цельсия. Я перекладываю аккуратно все тесто уже в форму. И выпекаться у меня это все будет в моей духовке вверх-вниз, без конвекции, без обдува, 35 минут ровно. То есть очень быстро пропекается этот корж. Теперь прошло у меня 35 минут. Легкая шапочка есть, но 3 моих идеальных коржа я вырежу из этого бисквита. Еще у меня будет один очень хороший корж на 20 сантиметров из шапочки. Я сейчас все вам покажу. Как только у нас остыла форма, на решетку я ее перенесла до той степени, чтобы я хотя бы дотронуться до нее могла, сразу же освобождаем бисквит от формы, чтобы он не отсыревал. Видите, какое идеальное дно, нигде не подгоревшее, вот еще пар идет из него. Все идеально пропеченное и промешанное, самое главное. Теперь острым тонким ножом прижимаю его близко к краю формы вплотную, удаляю всю форму. И дном вверх оставляю бисквит остыть до комнатной температуры. Как только он остынет у меня до комнатной температуры, сразу же, не давая ему засыхать, потому что он начнет тут же подсыхать, убираем его в холодильник примерно на 2-2,5 часа, и сразу же он будет идеально нарезаться. Вы можете его сразу нарезать, но все равно такого идеального нарезания из него не получится. В пищевой пленке дном вверх отправляю на 2,5 часа сейчас в холодильник. 26 сантиметров в диаметре бисквит. Прошло ровно 2,5 часа. Я его просто перевернула уже. И нарезать я его буду, как я всегда и люблю нарезать, кондитерской струной. Кондитерская струна продается сейчас в любом кондитерском магазине. Также на Алиэкспресс. Получаются вот такие 3 ровнейших коржа по сантиметру примерно в высоту. И сейчас я из шапочки вырублю такой ровный коржик.
20 сантиметров, ровно 20 сантиметров в диаметре. Можно и 21 здесь было бы сделать, но мне для последующего такого муссового тортика понадобится именно такой корж. Я его сейчас заморожу и потом буду использовать. В следующем торте он мне не понадобится. Следующий торт у меня будет именно черный лес, торт Шварцвальд, и я буду его собирать на канале, и посмотрите, как делается именно классический вариант этого торта. И смотрите, какие они после 2,5 часов в холодильнике, какие они идеально ровные получаются. Вот венский бисквит, он очень хорошо подходит именно к тортам с такой легкой начинкой, как взбитые сливки, с очень легкими начинками, с фруктовыми, с ягодными. Шикарнейший бисквит на желтках, шифоновый бисквит на желтках. Как я его готовлю, взбивать я его буду обычным маломощным ручным миксером. И уже буквально несколько часов спустя вот так шикарно он нарезается, этот бисквит. И понадобятся самые простые продукты для этого. Итак, что же мне для этого понадобится? Во-первых, продукты у меня все комнатной температуры. Бисквит я сегодня буду выпекать в форме 18 сантиметров. И первое, что я сделаю, так как я буду взбивать ручным именно миксером, я ставлю разогреваться духовку на 170 градусов Цельсия. И сразу же застилаю вот так форму. Я готовлю сразу форму. Бока я застилаю тефлоновыми ковриками. И тогда бока у бисквита получатся у нас идеально ровными. Вот это нужно проделать обязательно заранее, чтобы у вас все уже было подготовлено, чтобы тесто у вас не стояло и не оседало. Здесь у меня 15 желтков, вес примерно 250-260 грамм. Также у меня 150 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 25 грамм кукурузного крахмала, 10 грамм разрыхлителя, 75 миллилитров молока, 50 грамм растительного масла без запаха и 180 грамм пшеничной муки. Сразу же я ванильный сахар отправляю в желтки и немножко взобью массу просто для того, чтобы немножко разошлись желтки. Сразу же я хочу сказать, что в желтки сахар заранее мы не добавляем. И сейчас весь сахар примерно в 4 приема я введу в желтки и буду взбивать их, чтобы сахар весь разошелся в желтках. И это важно, потому что потом я добавлю туда сразу же крахмал. В этом и есть, в принципе, успех моего этого бисквита, что крахмал я ввожу сразу в желтковую массу, потому что многие боятся этого делать, но бояться этого делать не нужно. Масса получается очень стабильной, плотной и очень хорошо выпекается, и влага удерживается тогда в выпечке. И вот теперь, когда я ввела весь сахар, теперь я уже ввожу 25 грамм кукурузного крахмала. Обязательно кукурузного, картофельный сюда не подходит. И вот после введения крахмала я взбиваю ровно 3 минуты моим маломощным миксером 240 Вт. Это уже последняя минута взбивания у меня здесь идет. Вот такая пышная, побелевшая масса у меня получается. След от венчика очень хорошо виден. И когда уже на венчике начинает немножко, скажем так, наматываться эта масса, и плотная она станет, тогда уже видно, что в принципе масса готова для того, чтобы вводить следующие ингредиенты в нее. Все, вот прошло ровно 3 минуты, и я выключаю миксер. Вот так она должна у нас взбиться, самым маломощным миксером. Сразу же ввожу туда молоко и растительное масло. И сейчас буквально несколько секунд перемешаю это также миксером. Ничего не опадет никуда масса, потому что желтковая масса, она плотнее, чем белковая получается. Также это на полной скорости миксере. Буквально вот несколько секунд я перемешиваю. Все, миксер мне уже больше здесь не понадобится. Я смешиваю разрыхлитель, муку. И сейчас я буду в несколько приемов просеивать разрыхлитель с мукой уже в жидкую смесь. Это сделать нужно обязательно. И перемешивать я буду лопаткой силиконовой, складывающимися движениями сверху вниз. И очень-очень аккуратно и бережно. Вам будет казаться, что она такая достаточно плотная получается масса, но так и должно быть. Иначе она просто у вас осядет.
Духовка у нас уже разогрета на 170 градусов Цельсия. В предварительно разогретую духовку ставим уже тесто выпекаться. На среднем уровне будем выпекать верх-низ, режим без конвекции, примерно 45 минут. Может быть, у вас 50 займет, может быть, 40 минут. Я не знаю, у меня в моей духовке выпекается 45 минут. Проверяем, естественно, шпажкой. И если шпажка у нас деревянная выходит сухая и чистая, то тогда, значит, бисквит наш уже готов. Я вот так слегка постучу об стол и уже ставлю в духовку. Прошло у меня уже 45 минут. Вот такой бисквит пышный у меня получился. Теперь даю ему остыть до той степени, просто чтобы я могла дотрагиваться до формы, чтобы не обжечься. Но ничего я здесь не жду долго, вот могу дотронуться, сразу извлекаю бисквит из формы, переворачиваю его сразу на решетку и даю ему остыть до комнатной температуры. И вы посмотрите, благодаря тефлоновым коврикам, как хорошо у нас пропеклись бока, какие они идеально ровные. Бисквит, конечно же, темнее кажется на вид, чем на белках, если бы мы с белками выпекали. Но это нормально, потому что здесь чистые желтки, здесь нету белков. Желтки я храню сутки в холодильнике, то есть когда я собираю их, вот в таком виде я оставляю до комнатной температуры его остыть. Бисквит очень упругий, очень хороший. Желтки можно замораживать. Предварительно в них добавляем щепотку соли, сахара. Обязательно перемешиваем их венчиком до однородности. И в таком виде в герметичном контейнере отправляем их в морозилку. И посмотрите, какой у нас пышный, красивый бисквит получается буквально спустя 45 минут. И взбивали это всего лишь ручным миксером маломощным. И здесь я еще хочу сказать, что нарезается он уже спустя буквально несколько часов после того, как он выпекся, этот бисквит. Вот сейчас он у меня остыл до комнатной температуры. Вот такой он упругий. Обязательно в пищевой пленке на несколько часов я его уберу в холодильник. Вот достала я его из холодильника, у меня здесь прошло уже около 4 часов. Просто раньше он мне не нужен был. И не нужно ему, допустим, ночь отдыхать, как классическому бисквиту. И этот бисквит нарезается быстрее, конечно. И посмотрите, какой у него уже разрез идеальный. То есть я очень им довольна этим бисквитом и вам всем рекомендую. Большой шоколадный бисквит с идеальной, именно с идеальной текстурой, без единой дырочки, бархатистый, очень влажный, который просто превосходно подходит для всех 3D-тортов, для идеальных разрезов, если для нарезных пирожных. Готовится из самых простых и доступных продуктов при помощи обычного маломощного ручного миксера. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, 680 грамм муки, 120 грамм какао-порошка, какао-порошок обычный, не алкализованный беру, 30 грамм разрыхлителя для теста. Все это просто перемешиваю. Перемешать нужно обязательно такое большое количество сухих ингредиентов и отставляю пока что в сторону. 12 яиц среднего размера, комнатной температуры. Добавляю туда 2 щепотки соли, вот это очень важно. 24 грамма ванильного сахара. Все это просто взбиваю до состояния пены. И добавляю туда сейчас 560 грамм сахара. Все это сейчас буду взбивать примерно 5 минут. Дольше взбивать нет смысла, потому что будем добавлять большое количество растительного масла и молока. Бисквит большой, он рассчитан для торта минимум на 25 порций. То есть, кто смущается большим количеством сахара, просто нужно адекватно оценить, сколько порций у нас выйдет из этого бисквита. Это не один человек будет есть, а минимум 25. Добавляю туда сейчас 300 мл молока комнатной обязательной температуры, ни в коем случае не холодного. И также 300 грамм растительного масла без запаха. Я беру именно рапсовое масло рафинированное. Оно идеально подходит для всей выпечки. Ни в коем случае оно не будет горчить в выпечке. Работаю с ним уже много лет. Кто живет в Германии, девочки, очень советую вам купить рапсовое масло. У нас оно продается везде в свободном доступе и выпекать именно на нем.
и не будет вот этого привкуса такой домашней выпечки тогда у вас в бисквитах. Подсолнечное масло, даже если оно хорошо рафинированное, все равно дает такой легкий привкус так называемой домашней выпечки. Знаю из многолетнего опыта. Обязательно просеиваем всю сухую смесь. Перемешиваю сейчас на низких оборотах миксера. Духовка уже у меня заранее обязательно разогрета на 170 градусов Цельсия. И сейчас самый главный момент. Вот когда перемешали все это до однородности, когда уже вся сухая смесь удостоверились в том, что она разошлась полностью, добавляю туда 200 мл крутого кипятка, то есть только что вскипевшей воды. И аккуратно все это бережно на низких, опять же, оборотах миксера перемешиваю, просто чтобы весь кипяток полностью объединился с тестом. Тесто будет достаточно жидким, это нормально для этого теста, иначе у нас не будет такой текстуры тогда. И форму здесь берем очень стабильную, чтобы не было в ней ни единой дырочки, ни единой щели. Вот это очень важно. Форма здесь у меня 34 на 24 сантиметра. Застелила ее всю бумагой для выпечки. Здесь не нужно себе делать больших иллюзий, что бисквит этот очень сильно поднимется. Он останется примерно в тех же объемах, что и был объем сырого теста у нас, но это нормально для него, потому что у нас другая здесь, в принципе, задача испечь идеальный по текстуре бисквит, который в последующем может стать идеальной основой для 3D торта. В следующем видео я уже буду собирать с ним 3D торт. Выпекаю сейчас на среднем уровне, температура 170 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 1 час, это в моей духовке. Духовку во время выпечки, конечно же, ни в коем случае не открываем. Итак, бисквит испекся, прошел у меня 1 час ровно. Проверяю деревянной шпажкой в самой серединке. Небольшая очень шапочка у него будет, это нормально для него. То есть здесь я все говорю честно, что вас ожидает. Главное здесь Нам главное здесь его текстура, вот эта бархатистая, без единой дырочки. Это очень большая редкость для шоколадных бисквитов. Все буду показывать сейчас, когда буду нарезать. Кто-то пишет в комментариях, что на такой размер противня или же формы этот человек может испечь. И с использованием всего 5 яиц этот бисквит, и он выше поднимется. Поверьте мне, я могу даже из 3 яиц испечь такой бисквит с моим огромным опытом. Но вопрос в другом, каким будет потом этот бисквит. Рыхлым, очень пористым, абсолютно непригодным, допустим, для тех же 3D-тортов и для нарезных пирожных. В этом вся ключевая проблема. Я ему дала полностью сейчас, несколько часов он у меня оставал на столе при комнатной температуре. Я не убирала его в холодильник, и сразу же его уже можно нарезать и брать в работу. В следующем видео я буду показывать, как я собираю 3D-торт с ним. И этот бисквит очень влажный, он в принципе не требует пропитки, но я его буду все равно пропитывать, я буду собирать с ним торт Марс с этим бисквитом. Он идеально нарезается сейчас на 4 коржа по 1 сантиметру толщиной. Я буду его нарезать. И обратите внимание, каждый корж вам по-честному показываю. То есть в каждом корже нет ни единой дырочки. Идеальная бархатистая текстура у бисквита. Готовится, как я уже сказала, из самых простых и доступных продуктов. Вот такой он эластичный получается, минимум крошек при нарезании. Потому что есть шоколадные бисквиты, которые просто безумно сильно крошатся. Вот этого здесь нету. Есть, конечно, какие-то оптимальные крошки, но это все, я считаю, что в порядке вещей здесь. Шапочку сейчас тоже будем использовать, потом уже при сборке 3D-торта я ее буду использовать, это уже в следующем видео я все буду показывать. Вы же можете себе взять на заметку, можете в другой форме, если вы захотите в круглой форме, здесь смело можно брать 28 сантиметров в диаметре форму на такой объем теста. И обратите внимание, даже сама шапочка не содержит в себе ни единой дырочки. Обычно шапочки во всех шоколадных бисквитах содержат в себе огромные поры и дырочки. Сейчас раскладываю просто, чтобы вам показать, как они вот берутся в руки, эти пласты, эти коржи. Идеально, то есть очень советую его брать в работу. И из самых простых и доступных продуктов он готовится. Его можно приготовить просто как отдельный самостоятельный десерт и кушать его, подавать, полить, допустим, каким-то шоколадным ганашем и просто его есть как десерт. В данном видео я пеку необыкновенно вкусный, мега сливочный, очень влажный бисквит «Молочная девочка». Многие меня просили в комментариях приготовить именно такой бисквит. И вот сегодня я показываю, как правильно его приготовить. В горячем виде еще вот так он превосходно нарезается. Получается необыкновенно вкусным, ароматным, мега сочным и влажным. 5 яиц я сейчас разделяю на желтки и белки. Яйца среднего размера, комнатной обязательно температуры здесь берем. Отставляю пока яйца в сторону и буду взбивать сейчас сливочное масло. Размягченного сливочного масла я здесь беру 250 грамм. Взбиваю сейчас масло
примерно 2 минуты. Добавляю туда сахар ванильный 8 грамм и примерно 40 грамм сахара, то есть 1/3 от 120 грамм сахара туда добавляю. Также добавляю туда 175 грамм сгущенного молока с сахаром, то есть обычной сгущенки. И взбиваю сейчас эту смесь, то есть масло со сгущенкой, еще последующие 2 минуты. И сгущенка, и масло, и все остальные продукты должны быть обязательно комнатной температуры. По прошествии этих 2 минут взбивания я добавляю туда 5 желтков и взбиваю еще примерно 1 минуту. Масса будет очень нежная, глянцевая, такая красивая. Добавляю туда сейчас щепотку соли и просеиваю 275 грамм муки. И заметьте, разрыхлитель я туда не добавляю, это именно бисквит, это не кекс. То есть мы готовим это все без разрыхлителя. Не нужно переживать, если вы все это взбивать будете, как я вам показываю в видео, у вас все прекрасно поднимется и получится. И сейчас взбиваю белки. То есть белки заранее не взбиваем, иначе они осядут. Оставшуюся часть сахара порциями ввожу в белки. Примерно 80 грамм у меня здесь осталось сахара. Белки я взбивала моим маломощным миксером примерно около 4 минут. Здесь очень важно, если вы даже будете взбивать все это в планетарном миксере, нужно разделять и в планетарном миксере яйца на желтки и белки. И готовить это именно вот таким способом, как я сейчас вам показываю. Очень бережно, круговыми движениями я вмешиваю взбитую белковую массу уже в тесто. Первую часть белка нужно вмешать очень тщательно, чтобы потом уже оставшаяся белковая масса гораздо легче вмешалась в это тесто. Очень важно вмешивать лопаткой, ни в коем случае ничего не вмешиваем миксером. Сейчас духовка у меня уже разогрета заранее на 160 градусов Цельсия. Выпекается этот масляный бисквит на такой пониженной температуре, иначе будет подгорать верх и дно бисквита, и также шапочкой он пойдет у нас. Поэтому выпекаем на 160 градусах Цельсия. Я взяла здесь в качестве формы кондитерское кольцо без дна, застелила его просто фольгой. Выкладываю туда сейчас все тесто. Вы можете выпекать также и в обычной форме с дном. Если вы будете в обычной форме выпекать, вы можете, естественно, дно застелить бумагой для выпечки. Выпекать буду при температуре 160 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 60 минут. Духовку во время выпечки, конечно же, ни в коем случае не открываем. Духовки у всех разные, возможно, в вашей духовке понадобится на 5 минут дольше или меньше. Смотрите внимательно по состоянию вашего бисквита. Проверяем деревянной шпажкой на готовность этого бисквита. Бисквит у меня испекся. Вот такой красивый он получается. У меня прошло примерно 60 минут. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она выходит сухая и чистая. Сейчас я его сразу, еще пока он даже не остыл до конца, извлекаю из формы. Он превосходно отстает от формы, то есть не нужно здесь ничем смазывать ни бока, ни дно формы. Вы также можете и в форме с дном его выпекать. Это все на ваше усмотрение. И как я уже сказала, если вы будете использовать форму с дном для выпечки, тогда нужно застелить ее обязательно бумагой для выпечки. Сразу же сейчас буду нарезать при вас. Его также можно заморозить, этот бисквит, также пару дней хранить в пищевой пленке в холодильнике. Но чем дольше вы его будете хранить в холодильнике, тем больше из него будет уходить вот этот именно сливочный такой аромат, как у молочной девочки. То есть его перепутать ни с чем невозможно, этот аромат у этих коржей и также у этого бисквита. Поэтому настоятельно советую, если вы его захотите использовать в торте, сразу его использовать буквально в этот же день или на следующий день в торте. Он получается не клеклый ни в коем случае, он получается мега шелковистый и очень-очень нежный. Я не знаю, могу ли я это передать вам на камере, он еще по сути горячий у меня. Без крошек он нарезается, то есть превосходно, ровно нарезается и на коржи, и на порции. Естественно, вы его приготовить можете и как пирог, и кушать просто его как самостоятельный десерт. Он мега вкусный, этот бисквит. Он чем-то напоминает отдаленно по своей сливочности бисквит Женуаз, но этот бисквит, он просто мега влажный, сочный получается и очень-очень ароматный.
Всем советую настоятельно приготовить. В принципе, вот сами коржи я бы не стала пропитывать даже. Единственное, что бы я пропитала в торте, это вот этот корж, который был у нас дном при выпекании, потому что корочка все равно там остается. Здесь показываю, что вот так превосходно он нарезается кондитерской струной, этот бисквит. Идеально ровные сразу коржи, это еще в не до конца остывшем виде, он так прекрасно нарезается. Вот такой он мега нежный и влажный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.